Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Читру Babes, и у нас новая охуительная рубрика под названием Babes Union University. И эта рубрика будет с такой новичковой информацией про вебкам или не очень новичковой, про то, как вкатываться, про разные сайты я буду рассказывать. В общем, точно так же, как у нас на канале Читру Babes есть рубрика «База», вот здесь то же самое, только в видеоформате. Это у нас и будет Babes Union University. И тема нашего сегодняшнего урока — как выйти в топ на Читрубейт. И вы могли подумать, что это кликбейт, на самом деле нихуя подобного. Я сейчас объясню почему. Даже банально незнание специфики самого сайта Читура, оно затрудняет вообще какое-либо прохождение, значит, в этот самый топ. Незнание какой-то базы, правил, как работает листинг, и вот это все. Понятное дело, что мы не обойдемся сегодня без ошибки выжившего про истории, про вебкама, который не знает, где находится PM, а при этом находится на первой строчке Читура. Но я думаю, что если вы смотрите это видео, если вы на него кликнули, то это автоматически не про вас, потому что эти модели, они не будут смотреть подобные видео, или, по крайней мере, уже после того, как у них случится какая-нибудь обычная, совершенно классическая просадка, и они будут это считать чем угодно, но только не работой вебкама в целом, специфики стриминга. Но это видео не совсем для зеленых моделей, мы здесь больше еще будем говорить про нововведение самого сайта, про изменение листинга для зеленых. Сначала мы идем в описание под видео, там я оставлю 2 статьи, которые я писала про Читур до этого. Некоторая информация из них не актуальна, поэтому вы сначала прочитайте, потом возвращайтесь сюда и узнаете всю актуальную. Например, тот же самый листинг поменялся еще год назад, но как-то я об этом ничего не говорила, пора заполнять пробелы. И для того, чтобы приблизить так называемый успешный успех, нам сегодня придется выучить несколько дисциплин. Это издержки профессии, правила сайта, качество картинки, листинг, промо-период, конкуренция, дисциплина и саморазвитие. Конечно же, куда без него. Сегодня это все обсудим. Издержки стриминга на Чатуре. Что это такое? Ну, во-первых, вас сольют автоматически, как только вы выйдете онлайн. Если еще и с OBS, то, значит, сразу в очень хорошем качестве ваши стримы, все, которые были в открытом доступе, появятся на всех сайтах со сливами контента. Для того, чтобы посмотреть, на каком количестве сайтов вы размещены, вам достаточно после первой трансляции вбить свой никнейм и рядом слово Читуrbait, например, в гугле и увидеть целую кучу скринов, видео и так далее. Это происходит со всеми фришными сайтами, не только Читур, это касается Бонги, МФК, Стрипчата в том числе. Чуть реже будут сливать LiveJasmine, Streamate, SkyPrivat, но тем не менее сливы с этих сайтов тоже есть, если вы какая-то очень особенная и очень классная модель. В целом, то, что вы будете стримить, non-nude, nude-контент, может быть, вы будете, как и я, сидеть на сайте Chiturbate, просто в маске, рассказывая на русском языке, значит, какие-то вебинары, что я иногда делаю, вы все равно окажетесь на сайтах типа Recruitbait, Comvideos, их очень-очень большое множество, я даже не буду все перечислять. Есть только один способ защититься от воровства контента. Это не выходить онлайн. Во всех остальных случаях, как только вы включаете стрим, популярные или непопулярные вы модели, вы окажетесь на этих сайтах. Но бывают исключения. Первое исключение: вы вышли всего лишь на пару часов на свой первый стрим, вероятно, вас никто не запишет, и при этом вы, например, были очень низко в листинге, так называемой яме Читуrbate, где тусуются аутсайдеры. Не хотела засирать, но это просто положение в листинге обязывает. Очень часто у таких моделей нету записи в интернете. И второй вариант, при котором вас могут не записывать, это вы мужчина, и вы стримите в качестве 360 без освещения с тостера. Вот, во всех остальных случаях, если у вас красивый, классный стрим, или даже не очень красивый, но хотя бы интересный, а если не интересный, то хотя бы смешной, вы будете обязательно на всех сливных сайтах. Если вам этот момент принципиален, и вы не хотите, чтобы вас слили вашим родственникам, единственное, что вы можете сделать, это удалить все свои социальные сети, потому что удалять ворованный контент больше доставляет времени, проблем, и вряд ли у вас получится, если вы в данный момент действующие модели продолжаете стримить. Потому что каждый раз вы будете просто бороться с ветряными мельницами, удаляя, а потом снова наблюдая новый, свежий, загруженный контент.
Вторая издержка на сайте Chaturbate, с которой вам придется столкнуться, это то, что за заработки придется бороться. Но это касается не только Чатура, но и вообще всех сайтов. Поэтому, если вы там регистрируетесь и только сидите первые свои стримы на промо-периоде, вы соберете всех долбоебов у себя в комнате, вы соберете самых странных персонажей, они будут что-то у вас просить, они будут пытаться вас наебать на токены, они будут пытаться вас убедить, что правилами Чатура можно пойти в Skype, расплатиться PayPal, встретиться для какого-нибудь свидания за $1 миллион. И это все вас ждет, поэтому первое правило, которое я обычно рассказываю всем новичкам про Чатур, это вообще не верить всему, что говорят мемберы на сайте. Прям совсем. Вот пока они денежку не положили вам, да, не затиповали токенами, чтобы был звук, и чтобы токены обязательно отображались на вашем сайте как баланс, чтобы он увеличивался, до этого момента все, что говорят мемберы, это bullshit. И вот темы про наебывающих мемберов мы плавно перетекаем в правила сайта. В этом плане Chaturbate является одним из самых лояльных площадок, которые только могут быть. На Чатуре черным по белому написано: если вы получили донат от мембера, это еще не значит, что нужно делать то, что он у вас просит делать. И со стороны мемберов написано то же самое. Если вы отправляете модели чаевые, да, не конкретно платите за приват, а просто отправляете ей токены, то это на ваш страх и риск. Вообще-то она не очень-то и обязана что-то делать, тем более, если вы ее даже очень сильно убеждаете, тем не менее, как бы она может вас послать нахуй. Исключением является правило о том, что если вы с мембером о чем-то договорились, еще и в письменном виде, да, в чате, это можно заскриншотить и, если что, отправить в поддержку. Если вы получите от него токены, а потом ему скажете: «Ха, я тебя наебала», то поддержка спишет с вас эти деньги. Поэтому на этом сайте не приветствуется категорически скамить, как и, наверное, на любом сайте вообще из вебками не принято скамить. Вы разрушите вообще какую-либо лояльность мемберам к вам, ну, ладно, максимум вначале получите дизлайк, но если таких эпизодов наеба мемберов будет очень много, вы можете получить бан на Чатуре за то, что вы обманываете большое количество мемберов. В целом про правила площадки я не буду очень много говорить. У меня есть статья целая с переводом правил Чатура и с пояснениями, как они работают. Я тоже оставлю ее по ссылочке в описании. Но то, что я хочу сейчас отдельно проговорить, это то, что если вы только заходите на эту площадку и собираетесь там как-то строить свою карьеру или просто одномоментно собрать бабки, вы наверняка уже наблюдали большое количество моделей, которые делают разные вещи, которые вроде бы как сайтом запрещены. И самое главное понимание, которое вы должны иметь про Chaturbate, это то, что если кто-то нарушает правила, это совершенно точно не относится к вам. У Чатура есть специфика о том, что модели, которые зарабатывают очень много, для них правила не писаны, не считая каких-то прям вопиющих нарушений, которые уже все заметили и все зарепортили. Если вы замечаете, что модель где-то нарушает правила, может быть, она пьет шоты алкоголя на стриме или закурила бонг, и ее за это не забанили, ваш модельский репорт, скорее всего, даже не будет не иметь никакой силы, тем более, если она очень хорошо зарабатывает и находится где-то на 1, 2, 3, 4 странице. Но вы тем временем можете получить бан просто так, ни за что, и вы останетесь без сайта, и вы даже можете получить перматч, и вы будете в полном шоке, и даже иногда будете не знать, что это именно случилось и за что вас забанили. Поддержка может совершенно вам не отвечать ни на какие ваши письма, не присылать вам даже автоматический ответ. Если уж и будет отвечать, то в течение там дней 5-недели-2 недель. Это нормальное ожидание. Поддержка на сайте Chaturbate работает очень плохо, и никакой поддержки на русском языке там нету. И это, конечно, головная боль для всех моделей в течение всех лет существования Чатура, но поделать мы пока с этим ничего не можем. У других сайтов по типу StepChat гораздо лучше поддержка, какие-то есть чаты для нетворкинга и вот это все. Но здесь конкретно мы работаем с тем, что есть. Это один из самых денежных, самых популярных сайтов для онлайн-трансляций, который приносит статистически больше всех денег всем моделям и студиям. Но если вы накосячили, будьте готовы к тому, что Чатур выкинет вас с этого праздника жизни, и вам придется перекатываться на другие, менее популярные сайты. Качество картинки — это один из моих самых любимых пунктов и одновременно самая большая головная боль. Если бы все модели на фришных сайтах имели одинаковый
пиздатую картинку на камеру, скорее всего, мемберу было бы сложнее выбирать. Поэтому здесь мы можем только поаплодировать тем, кто делает плохую картинку и делает тем самым услугу для всех моделей, которые с этим запариваются. Но давайте без воды, и я просто расскажу коротко о том, как с этим обстояли дела на Чатуре раньше и как с этим обстоят дела сейчас. Раньше Чатур очень сильно поощрял модели, которые себе делают качественную картинку, высокое качество изображения, которые покупают себе навороченные вебки, беззеркальные камеры и так далее. Для этого он использовал систему пометок возле комнаты модели под названием HD+. Соответственно, те модели, у которых было обычное качество HD, то есть 720, они находились в листинге ниже, чем те, у которых было HD+, то есть 1080 что-то там, я не помню. В общем, вы поняли, у которых HD+. Сейчас это разделение отсутствует, пометки такой на сайте уже нет, но тем не менее все еще можно отследить большую разницу в зрителях, если вы перескакиваете с качества HD на HD+. Но не могу сказать точно, как это работает для тех стримерш, которые используют качество 4К, так как все еще очень большой процент, больше половины мемберов на сайте используют телефоны и планшеты для просмотра моделей. И если на планшете мы еще можем увидеть какую-то разницу между качествами, на телефоне включать 4К даже нет никакой возможности. Там качество автоматически проставляется, смотря какая скорость интернета у мембера, стоит ли у него VPN и вот эти вот все штучки. Еще пару слов хотелось бы сказать про цветокоррекцию. И это самая моя большая боль, потому что я не знаю, чем руководствуются модели, когда они себе делают, например, очень розовую, очень желтую или очень синюю картинку. Тем не менее, если у вас есть некоторые проблемы с картинкой, первое, что вам стоит нагуглить для того, чтобы сделать ее хорошей, это что такое баланс белого. Иногда нейтральное изображение без использования тысячи лутов, перекрученной контрастности будет выглядеть гораздо лучше, чем то, что вы там нагородили у себя в фильтрах OBS либо в фильтрах сплиткама. У меня есть статья про цветокоррекцию, тоже оставлю ее в описании, вы можете посмотреть, как там можно настраивать картинку, если вы чайник, но если вы воспользовались этой инструкцией и получилось хуже, чем было, лучше всего откатиться к дефолтным настройкам. Итак, на Чатуре, как и на любом фришном сайте, картинка является основополагающим фактором. Вам стоит очень сильно заботиться о том, какая у вас веб-камера, камера или еще что-то. На данном этапе я всем, как и всегда, рекомендую, если у вас какие-то камеры типа Logitech 920, 922, 930, может быть, какая-нибудь камера на пульте Logitech, которая старенькая такая есть, может быть, у вас Logitech Brio, и вам не нравится, какая розовая у вас картинка получается, лучшее, что вы можете сделать, это воспользоваться вашим телефоном. Не обязательно для этого иметь iPhone 14 Pro, 13, 12, 11 iPhone снимает очень хорошо, половина моих видео на YouTube была снята через OBS на 11 iPhone, и там очень хорошо решает освещение. Если у вас его достаточно, если у вас есть софтбокс, какие-нибудь фоновые заполнители, и в целом у вас картинка не снята где-то в темноте, то будет отличное, очень четкое изображение, потому что светосила объективов айфонов, она гораздо выше, чем у вебок. Там можно себе позволить стримить в черном или белом, чтобы картинка не заливалась вся шумом или не была с пересветами на лбу, и в целом вам будет легче настраиваться, так вам стримить и получать более качественное изображение. Если у вас подключить вебку с телефона не получается, у Чатура для этого есть мобильный стриминг. Конечно же, он не такой классный, как на Стрипчате, но у нас сегодня не сравнение двух сайтов. Подключить Lavenz к телефону, пока вы стримите, у вас не получится, но у сайта Chaturbate также есть мобильная версия, и можно включить декстоп-версию с телефона. Поэтому, если вы задумаетесь о том, чтобы стримить с декстопной версии телефона, я вам рекомендую сразу выходить из мобильной версии Chaturbate и стримить только с декстопной. Вот так вот выглядит стриминг с мобильной версии Chaturbate, и эта версия очень неудобная, потому что у вас будут целые проблемы с тем, чтобы посмотреть историю фришного чата вашего с мемберами, посмотреть PM-ки и сколько токенов они вам в целом задонатили за стрим. Поэтому вы можете зайти в левое меню вашей мобильной версии Chaturbate и открыть декстопную, где у вас будет все точно так же, как на компьютере. Вы просто открываете декстопную версию на всю страницу, вот здесь у вас будет камера, вот здесь вот у вас будет чат.
Сам сайт Читура очень любит мобильные стримы по трафику. Раньше он его добавлял на мобильные стримы, сейчас уже не очень добавляет или вообще никак это не влияет на ваше положение в листинге. Но, тем не менее, стримить с телефона очень круто на всех сайтах, потому что это позволяет вам быть мобильными, стримить, в каких-нибудь лесах, парках, машинах, поездах, самолетах, как я это делала в свое время. Оставлю вам статью про это, одну из самых старых, которые я писала на канале. Кто Ньюфаги не читал, обязательно почитайте. С этого лично мой стриминг начинался со стримов в общественных местах. Но, если возвращаться к правилам Читура, стримы в общественных местах запрещены. Больше так делать не выйдет, получите пермач. Так что извините те, кто вкатывается только недавно, лавочка закрылась. И мы перекатываемся к теме листинга, самая животрепещущая и очень волнующая всех моделей тема, потому что именно от листинга будет зависеть ваш заработок на Читуре. Из чего сейчас складывается листинг? Помимо их уникальной формулы, которую они вообще никак не раскрывают, мы знаем наверняка несколько вещей и добыли их опытным путем. Первое. На вашу позицию листинга не влияет конкретное время вашей трансляции. Но, так как этот сайт работает не исходя из вашего заработка, а только от количества зрителей, чем больше часов вы стримите за один стрим, тем больше у вас шансов набрать больше аудитории и подняться в листинге. Так от чего же больше всего зависит листинг? От количества цветных мемберов, находящихся у вас в комнате. Так как Читур это полностью, я бы даже сказала, не фришный сайт, а шоу-сайт, их удержание в комнате является самым важным показателем. То, насколько они долго готовы сидеть и смотреть, что вы там делаете. Что самое интересное, если вы просто сядете голый и будете дрочить, удержание у мемберов в комнате будет меньше, потому что они кончат, им станет скучно, они пойдут заваривать себе чай. Но если вы разговариваете, рассказываете какие-то очень интересные истории, шутки, анекдоты, прибаутки, играете на баяне, они, может быть, даже если планировали зайти всего на 15 минут в день на Читур, они могут залипнуть у вас на весь час, забыв про обед, про работу, про выгулить собаку и все остальные дедлайны. Но цветной мембер цветному мемберу рознь. Если вы соберете у себя в комнате ваших подружек-вебкамок, у которых тоже цветные никнеймы и есть токены на балансе, от этого ваш листинг совершенно никуда не вырастет. Для листинга нужны цветные мемберы, только те, у которых на балансе именно купленные токены. То есть это только чуваки, которые должны сидеть и смотреть ваше шоу. Соответственно, если мы стримим всего 2 часа в день, то мы первый час только набираем себе зрителей в комнату, во второй час мы уже устали, и уже мы выключаем стрим, и наш набор зрителей и подписчиков, соответственно, никогда не будет супер высоким, если у нас не ошибка выжившим, и нам просто супер сильно не повезло с качеством трансляции, временем захода на промо-период, нашим общим вайбом, того, понравился ли мы какому-нибудь рандомному индусу, работающему в поддержке Chiturbate. Я всегда рекомендую всем своим моделям находить себе мемберов, которых можно подписать на зелененький фан-клуб Читура. Раньше это очень хорошо влияло на листинг, сейчас нет никакой разницы между тем, сидит ли у вас зеленый человечек из фан-клуба или обычный цветной мембер, но в целом это та вещь, которая повышает лояльность везде и всегда, поэтому не забывайте просить мемберов подписаться на ваш фан-клуб. Вы можете для начала поставить не очень дорогую цену, для того, чтобы как-то их замотивировать, хотя бы подписаться ради того, чтобы получать от вас бесплатные PM-ки и всякие другие ачивки, может быть, альбомы, что-нибудь такое. Но история про листинг, зависящий только от цветных мемберов, это вещь, которая была актуальна почти год назад. Но листинг поменялся и не в очень хорошую сторону для тех моделей, которые как раз-таки не понимают специфику сайта и как им там продвинуться. Сейчас листинг Читура делится условно на 2 категории. Первая половина и вторая, которую я как раз-таки называла сегодня чуть ранее аутсайдерами. Первая половина, вот это условно 50% от общего числа страниц моделей. Если вы заходите на Читур, вы можете сделать скролл вниз на сайте и увидеть там количество страниц моделей. На каждой странице по 80 человек, 80 комнат у нас находится. Например, если вы сегодня зашли на Читур и там будет 100 страниц, вероятнее всего первые 50 из них
будут иметь как раз-таки тот самый листинг, зависящий только от цветных мемберов, а вторая половина, которая идет дальше и ближе к концу, она будет иметь совершенно другой листинг, какой сейчас расскажу. Там, короче, прикол в том, что если вы попадаете в эту вторую половину, листинг, зависящий только от цветных мемберов в комнате, на вас уже не распространяется, на вас распространяется только время высидки онлайна. Если вы сейчас зайдете на Читур и посмотрите, вы увидите, что чем ближе мы к конечным страницам Читура, тем больше там страниц не в очень хорошем качестве, как я уже говорила, и в том числе все они распределяются исключительно по времени. Самая первая комната второй половины этого Читура, она будет сидеть больше всего времени. Там есть какие-нибудь модели, которые сидят 8, 9, 7 часов. Соответственно, следующая комната сидит, например, 6 часов 59 минут. Следующая комната 6 часов 58 минут. И только время позволяет вам выбраться в топ из ботома Читура. Дальше на первую половину Читура, как выбраться, вопрос очень хороший. Здесь решает только ранг. Ранг — это ваша позиция, которая написана у вас прямо под стримерской вашей страницей, когда вы выходите в онлайн. Вы можете посмотреть на эту цифру, разделить ее на 80 и понять, на какой странице вы находитесь, чтобы посмотреть себя со стороны, с гостя, посмотреть на качество вашей картинки и вообще понять, где вы сегодня по жизни находитесь, на что вы можете рассчитывать во время сегодняшнего стрима. Есть безумно огромное количество способов сломать листинг, сделать себе какую-то клевую накрутку цветных мемберов, сделать накрутку серых мемберов, значит, поднять ранг, куда-то вас выкинуть на первую страницу. Минусы, и они, конечно же, тут есть. Кроме того, что вы подтешите свое ЧСВ, вряд ли у вас что-то получится. Большинство моделей, которые покупают себе накрутки-раскрутки, выходят в ноль или выходят даже в минус по заработкам, потому что в целом у сторонних каких-то непонятных людей в интернете или сервисов такая накрутка будет стоить около, например, 9-15- Минут 10-15, минут 5-10 пятого, 4-5 долларов в час. Для этого изначально я обычно всем моделям говорю: а ты зарабатываешь эти самые 15 долларов в час для того, чтобы покупать себе накрутку, или ты будешь выходить в минус. Такую вещь вы можете попробовать на Читуре, но вы, скорее всего, за нее получите теневой бан или бан аккаунта. Никто не будет вам писать в письме от сайта Chiturbate что-то вроде «вы забанены за накрутку». Скорее всего, вы можете улететь по какому-нибудь репорту, а теневой бан отличается от обычного тем, что стримить вы дальше будете иметь возможность, но притока зрителей и как такового трафика у вас не будет. Ваш ранг упадет еще ниже, и вы будете привязаны к этой накрутке до конца своих дней. Вам придется ее покупать на этот аккаунт, потому что без нее аккаунт попросту никто не увидит на какой-нибудь странице 50. Поэтому, когда речь заходит о накрутке, я всегда рьяно защищаю именно работу без нее. Да, есть какой-нибудь один из сотни примеров, когда накрутка вывела модель в топ. Но зачастую все модели, которые сидят на накрутке, они зарабатывают в среднем столько же или даже меньше, чем те модели, которые никогда не использовали накрутку и просто пользовались самими правилами Читура, правилами листинга для того, чтобы как-то выйти в топ. За исключением одной очень интересной вещи. Мы уже с вами обсуждали на канале, я оставлю ссылочку тоже в описании, про продвижение самого Читура. Когда вы будете выходить в онлайн, вы можете увидеть в меню над вашей камерой две кнопочки. Первая — это оповестить мемберов о том, что ты онлайн, и второе — это сделать промо на 5 минут. Это самое промо на 5 минут. Я советую всем всегда попробовать, чтобы посмотреть, есть ли профит от него или нет, но точно могу сказать, это промо само по себе за вас ничего не сделает, ни денег, ни счастья, ни удачи вам не принесет. Вам придется выгрызать ваши токены зубами, как и всем остальным моделям, даже если вы будете делать промо. Промо бустит вас на первую страницу на 5 минут, но если мембер будет обновлять страницу Читура, он также будет видеть в этом окошке и других моделей. Но в общем и целом вы будете показываться большому количеству людей, которые обновили страницу прямо в тот момент, когда вы там находились. Появится ли у вас после 5-минутного промо какой-то мембер рандомный, который начнет вам донатить? Может быть, да, а может быть и нет. А может быть, их будет несколько. Здесь дело случая. Вы немножечко повышаете свои собственные шансы, обменивая их, соответственно, на токены. В разное время на продвижение стоит по-разному. Для утренних моделей дешевле, для ночных
дороже, потому что ночью на Читуре стабильно больше моделей и больше мемберов, выше конкуренция, но и денег там водится тоже. И если уж говорить про счастливые часы для листинга и для того, чтобы сайт Chaturbate принес вам денег, их не существует. Прям вообще. Прям совсем не существует. Там, где много денег, сразу же будет очень много моделей. Так устроен рыночек, то есть там, где меньше моделей, соответственно, меньше денег. Если вы хотите попробовать себя в те дни, в которых меньше всего моделей и меньше конкуренции, выбирайте понедельник утро, либо понедельник день. Если другие дни недели, выбирайте по московскому времени день или вечер. Ночные смены, они для тех, кто готов за них бороться. Подходя к теме промо-периода, нельзя не упомянуть чудеса чудесные. Как и с прочими когнитивными искажениями по типу счастливых и несчастливых дней и часов, с промо-периодом связано огромное количество мифов. И самый раздражающий из них для таких людей, как я, которые занимаются чатером уже несколько лет, и для опытных моделей, это мифы про промо-период. В целом, на разных площадках промо-период стартует по-разному. Где-то лучше, где-то хуже. До ковида промо на чатере работало, во время ковида было уже хуже. Несколько лет назад, когда я начинала в 2018 году, промо всегда залетал отлично. Сейчас нет. Во-первых, новые, свежие, потрясающие правила Читура не позволяют вам получить промо второй раз, когда вы второй раз регистрируетесь на Chaturbate. Раньше промо можно было получить каждый раз. Давайте для удобства я разделю промо и плашку New. Вот раньше при каждой регистрации можно получить было и промо, и плашку New. До недавнего момента можно было получить плашку New, но как такового промо, трафика, я имею в виду трафик, и его там как такового не было. Сейчас лавочка закрыта полностью. Если у вас уже был зарегистрирован ваш паспорт на сайте Chaturbate, второй ваш аккаунт, который вы заведете, чтобы попробовать с нуля и стартануть, так сказать, он будет вообще без плашки, он будет без промо. Вы начнете с полным нулем в комнате, заплачете, разочаруетесь, и как бы вот так вот сайт борется с тем, что модели бесконечно заводят новые аккаунты, чтобы начать с нуля. Так почему же модели каждый раз заводят новые аккаунты и пытаются начать с нуля? Потому что у них не получается с первого раза заинтересовать аудиторию. И это не обязательно связано с моделями, с тем, что они что-то там не умеют и не знают. Сама по себе шоу-программа и фришная работа, она для опытных моделей, осознанных, которые понимают, что они делают, понимают, что выглядит хорошо или плохо в кадре. Поэтому не удивляйтесь, если у вас с первого раза вдруг не получилось. Я еще не видела ни одного человека, который, например, не умеет рисовать, а потом взял и нарисовал охуительный портрет. Так почему у вас должно с первого стрима на Читуре все получиться идеально, и вы должны быть на первой странице? Каждая модель, которая очень сильно надеется на промо, она искренне не понимает, почему она не попала на первую страницу, и у меня есть ответ на этот вопрос. Промо-период на чатере длится 7 дней. За эти 7 дней я всегда рекомендую всем моделям отстримить все 7 дней, и желательно побольше часов, ведь подписчики и зрители, которых вы наберете за эту неделю, спасут вас во время следующей, после промо-периода, просадки. Большинство моделей испытывают просадку после промо-периода. Это вещь, которую вам тоже стоит ждать и работать сразу на опережение. Вы можете всю эту неделю баловаться с мемберами, рассчитывая только сейчас и здесь получить от них деньги, или работать сразу на перспективу, подписывая этих мемберов на себя, прося их, пожалуйста, не выходить из вашей комнаты, чтобы ваш листинг не падал. В целом налаживать с той аудиторией, которая уже к вам зашла, может быть даже немногочисленное, какой-либо человеческий контакт для того, чтобы они поддержали вас после того, как у вас закончится плашка New и вас выкинет в общий листинг сайта. И теперь побольше поговорим про конкуренцию. Ту самую жестокую суку, которая доводит модели до истерики. Для того, чтобы бороться с конкуренцией, нужно не бороться с конкуренцией. Вы должны сосредоточиться в большей степени только на своем стриме. Лучший совет, который я могу вам дать как новым моделям, это нахуй не тратить свое время на бесконечный просмотр других моделей перед тем, как выходить, собственно, онлайн. Вы можете посмотреть других моделей в ваш выходной. Вы можете посмотреть других моделей за минимум, наверное, 5 часов до вашего стрима, чтобы если вы вдруг получите плохой экспириенс от просмотра успеха других моделей, он уже успел выветриться из вашей памяти, чтобы не портить ваш вайб перед трансляцией. Ваше настроение на фришных сайтах является вашим самым грозным и страшным оружием. Там, где вокруг вас все модели являются людьми-оркестрами,
тамадой, баянистом, и все умеют развеселить мембра, и как-то подвязать его к себе и сделать ему самое лучшее шоу, если вы будете сидеть с кислой миной и ждать, что тот самый мембр зайдет к вам и задонатит, вы проиграете эту борьбу. Потому что фришные сайты — это вам не приватная клоака, где мы сидим с томным лицом и ждем, пока наш принц нас найдет, одарит нас токенами и повезет нас в Египет. Здесь каждая модель объясняет своему мемберу, зачем он должен выбрать ее, почему он должен продолжать ее выбирать, и почему ее компания — это самое лучшее, что он может найти на сайте, где есть еще 9999 стримерш. Мы немного задели вопрос дисциплины и в предыдущих пунктах, но самое главное, помимо высидки часов, я бы назвала вопрос вашего собственного расписания. Если вы стримите много часов, но это постоянно стримы в рандомное время, то есть сегодня вы договорились, что наконец-то вы будете жаворонком и начинать стримы в 9 утра, но на следующий день ваш стрим начался в 12 дня, это все очень негативно влияет на ваше положение в листинге. Ваши мемберы тупо еще не проснулись или уже легли спать, потому что вы вышли позже или раньше на несколько часов. Поэтому для того, чтобы выйти в топ, первое, что вы должны сделать, это относиться к Читуру или к любому другому фришному сайту как к полноценной работе. Те же самые приватные сайты, конечно, просят больше часов, там и до 40 доходят. С фришными чуть полегче, до 30 часов работать. В целом очень продуктивно и нормально. Некоторые модели стримят и по 15 часов в неделю, смотря какие это должны быть часы. Поэтому если ваши 15, 20, 30 часов в неделю происходит хуй знает какое рандомное время, вы не получите тот же самый прирост вашего трафика, заработка мемберов и постоянников, как та модель, которая по звоночку ровно в одинаковое время каждый день начинает стримы и оповещает свою аудиторию о том, когда у нее будет выходной. Чтобы стать той самой моделью, чье шоу мемберам постоянно очень интересно смотреть, вы должны быть как одна очень классная передача, реалити-шоу, которую они всегда могут найти в одно и то же время в своем, так сказать, телевизоре. Если ваша жизнь очень быстротечна, вы не знаете, что будет завтра, чем вам заняться, может быть, у вас в один день заложен нос, а в другой день у вас депрессия, а в третий день вы заболели, в четвертый день вы гуляете, вы на Читуре будете прирастать, но крайне медленно. Просто готовьтесь к тому, что если отношение к трансляции идет как к парт-тайм работе, но при этом любительского плана из разряда «сегодня хочу стримить, завтра не хочу стримить», у вас результаты будут соответствующие. Если вы серьезно задались целью зарабатывать деньги, прирастать достаточно быстро, чтобы у вас через год уже были какая-то осознанная сумма денег, на которую можно на что-то потратить, вы закрывали какие-то ваши хотелки и планы, для этого нужно относиться к этому серьезно с самого первого стрима. И последнее, но не по важности, наша любимая саморазвитие. Что можно сказать по поводу саморазвития? Смотреть других моделей, чтобы подсмотреть, какой у них тип меню и цели. Да. Смотреть, как кто дрочит, если вы тоже дрочите. Да. В свои выходные желательно. Опять же, чтобы не расстраиваться, а то вдруг там на кого-то упадет 10 тысяч токенов, прямо когда вы будете в комнате, а на вас такое не падало, и вы расстроитесь. Да. Обязательно стараться разговаривать на английском, чтобы практиковать и улучшать свой английский язык. Да. Как-то знакомиться с мемберами чуть глубже, чем то, какие фетиши они любят и какие у них есть хотелки в сексе. Да, вам нужно понимать, что у вас за аудитория и что они хотят помимо вашей вагины. Если все ваши разговоры будут ориентированы только на гениталии, далеко с взаимоотношениях с этими мемберами вы не уйдете. Читать разные интересные книжки? Нет, не обязательно, если вы не любите читать. Поэтому заменяем книжки фильмами, фильмы сериалами. Абсолютно неважно, какую информацию вы употребляете в ваши выходные. Самое главное — уметь это потом преподать, как-нибудь интересно рассказать. Если ваш кругозор на выходные ограничен тиктоками, как у меня иногда, это абсолютно неважно. Можете шерить мемы своим любимой аудитории, чтобы лучше понять их, чтобы они лучше поняли вас через юмор. На Чатуре юмор — один из самых важных принципов вообще всего этого сообщества. Если вы очень красиво дрочите, класс. Если вы плохо дрочите и плохо шутите, это прям двойной факап. Что-то одно вы точно должны научиться делать очень хорошо. И вот здесь еще один совет. Если вы разговариваете с своей аудиторией на всякие отвлеченные темы, вот здесь не застревайте на этом и обязательно не забывайте время от времени все-таки что-то продавать, потому что вы на Чатру пришли за деньгами. Там действительно можно собрать очень большую аудиторию, но при этом она, например, не будет вам донатить, ей будет безумно интересно с вами разговаривать или безумно интересно просто молча на вас смотреть, но платить они вам не будут. А так как это не приваты, вы находитесь в
во фришке, что вы вам заплатили, нужно их к этому как-то подвести, с ними поговорить, сделать какой-то призыв к действию, поэтому между разговорами о том, как у кого дела и кто что поел, не забывайте возвращать мемберов в реальность, чтобы они поняли, что вообще-то здесь есть цель, здесь есть тип меню, здесь нужно вообще-то заплатить денег этой бедной, очень красивой девушке, чтобы она оплатила себе аренду квартиры или сделала любые другие свои дела, на которые ей нужны финансы. Вот так вот мы обсудили всю базу, которая понадобится вам для того, чтобы выйти в топ на Читуре. И если подытожить это все, да, вы должны быть супергероем, вы должны стримить в одно и то же время, достаточное количество часов, быть веселой, интересной, сексуальной одновременно, не болеть желательно, пить все таблеточки, которые вам нужны для здоровья. Вы должны не страдать по поводу того, что вы не вышли в топ с первого дня, не завидовать другим конкуренткам на сайте Chaturbate, заниматься только исключительно собственным шоу, не бояться сливов, относиться к своей работе достаточно серьезно, считать свои денежки, которые уже заработаны, следить за листингом, чтобы вы не упали куда-то вниз. Если упали, то бороться за свое новое положение, которое вы хотите получить на Читуре. Это свойственно не всем, не все люди свойственны быть фрилансерами и как-то выкручиваться из ситуаций, которые им подкидывает жизнь, но вы никогда не узнаете, относитесь ли вы к этим людям или нет, пока не попробуете, поэтому, когда мы говорим о вебкаме, я всегда рекомендую начать именно с Читура, потому что его лояльность и отсутствие листинга, исходя из доллара в час, позволяет любой вебкамке собрать свою аудиторию, даже если заработок в начале не очень большой. Вот такой у нас видосик получился. Пожалуйста, поставьте лайк, если вам понравилось. Напишите, какую хрень я забыла рассказать в этом видео про Чатур. Можете рассказать еще, знаете, какую штуку? Если вы в свою первую неделю на промо тоже были в ахуе, что вы не попали на первую страницу и не стали супер-мега-вебкамкой с миллионом подписчиков, опишите, пожалуйста, почему вы так думали и как вы думаете сейчас. Мне очень интересно, люблю, это самое мое любимое когнитивное искажение. Не надейтесь на промо, не надейтесь на Бога, надейтесь только на себя. И спасибо большое за просмотр. Пока.